Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будут быстрые, простые цветы из кальки для украшения подарков. Для таких цветов подойдет калька плотностью от 100 до 200 грамм на квадратный метр. Я буду пользоваться методом сухого эмбоссинга. Для этого можно взять дотс любого размера или вязальный крючок. Заготовку кладу на хозяйственную целлюлозную салфетку и рисую с изнанки прожилки пуансетии. У меня получается вот так, но у вас может получиться свой рисунок. На лицевой стороне булькой рисую окружность в центре. Все заготовки обрабатываю одинаково. Собираю цветок на клей ПВА, располагая лепестки в шахматном порядке. И жду, когда клей подсохнет. Другой нож делает заготовки с прожилками. Так как эти прожилки незаметны, между ними я рисую свои. Если рисовать по прожилкам, сделанным ножом, то заготовка может порваться. Этим ножом цветы получаются симпатичными как из одной заготовки, так и с несколькими. Формы цветов могут быть разные. В качестве серединки для цветов я сегодня буду использовать братцы. Это такие кнопки с плоской гибкой раздвоенной ножкой. Шляпки у них бывают разного цвета, размера и формы. Если цветок крупный, а головка у братца маленькая, то в цветок можно добавить вырубные тычинки из фоамирана. Тычинки немного перетираю пальцами. Делаю отверстие шилом и вставляю братц. Чтобы тычинки сидели плотно, немного обжигаю их огнем. Братц с тычинками вставляю в цветок. Если в заготовке нет отверстия в центре, то делаю его шилом. Вот так выглядят цветы без тычинок.
Братцы бывают большого размера, с разными рисунками и обтянутые разными материалами. С крупными братцами получаются вот такие интересные цветы. В своих закромах я нашла вот такие ягодки на проволоке. Используя их как серединку цветка, очень легко добавить получившиеся цветы в новогодние композиции. Серединки с братцами можно использовать и в цветах из любых других материалов. Теперь посмотрим, как полученными цветами можно украсить подарки. Для примера я возьму коробочки из крафта и из бумаги для скрапбукинга. Примеряю цветок к коробочке. И делаю отверстие в нужном месте. И закрепляю цветок на коробочке. Делю ножку братца и раздвигаю ее части в разные стороны. При желании можно добавить веточек. Вот так цветок крепится в коробочке. Украшаю бумажный крафтовый пакет. Упаковку из крафта я дополнительно решила украсить набрызгом. Для этого развожу акриловую краску с небольшим количеством воды.
Я использую для набрызга веерную кисточку. Обязательно проверяю на черновике, как ложатся капли. И украшаю работу. Список используемых материалов и инструментов вы найдете в описании к видео. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Благодарю за внимание и до новых встреч!